Бывало ли у вас ощущение, что прошлое человечество похоже на книгу, из которой кто-то вырвал страницы? Что за гладким, выверенным рассказом, где все выстроено от примитивных племен до цифровой эпохи, скрывается что-то иное, грубое, несовпадающее, но куда более живое? Нам рассказывают стройную историю, без острых углов, без провалов, где каждая эпоха логично переходит в следующую. Все выглядит правильно, убедительно и подозрительно удобно. Порой кажется, что это не хроника, а тщательно выверенный сценарий, где неловкие факты просто вырезаны, а то, что осталось, подогнано под привычный порядок. В сети можно найти тысячи видео и статей о таинственных находках, древних артефактах, загадочных механизмах, утраченных цивилизациях. Но чаще это лишь блестящие игрушки, призванные отвлечь от действительно странных вещей, тех, о которых не говорят в университетах и не пишут в научных журналах. Настоящие загадки остаются за пределами публичного внимания не потому, что они фальшивы, а потому, что их существование способно перевернуть все наше представление о человеческом прошлом. Мы не будем касаться слухов и вымыслов. Речь пойдет о вещах, зафиксированных документально, о предметах, которые признаны реальными, но значение которых предпочитают обходить молчанием. Эти находки существуют, но их прячут, потому что они не вписываются в привычную картину мира. Итак, начнем с того, что кажется невозможным. С небольшого куска металла, который поставил под сомнение саму логику времени. Хорватия, 1975 год, находка, противоречащая хронологии. На берегу реки Вука рабочие выкапывали траншею под фундамент промышленного здания. День был обычным, земля влажной, работа рутинной. Когда ковш экскаватора углубился примерно на 10 метров, в глине показались массивные кости. Позже палеонтологи определили — это остатки доисторического мастодонта, жившего десятки тысяч лет назад. Но среди костей, в том же слое, лежал предмет, который не мог там находиться. Это был небольшой металлический клин, по форме похожий на часть сложного механизма, возможно, элемент крепления или фрагмент инструмента. Рабочие передали находку местным археологам, те — в лабораторию. И когда специалисты завершили анализ, результаты ошеломили всех. Состав — около 90% алюминия. Не сплав, не руда, а почти чистый металл. Для большинства это звучит обыденно, но проблема в том, что алюминий не существует в природе в свободной форме. Его можно получить только с помощью высокотемпературных процессов и электричества. Люди научились делать это лишь в конце XIX века, но в руках у хорватских исследователей оказался металлический предмет, которому, по всем признакам, не менее 20 тысяч лет. Более того, поверхность клина была покрыта плотным слоем окислов, свидетельствующим о том, что металл находился в земле не десятки, а, возможно, сотни тысяч лет. Когда ученые попытались датировать находку, цифра ошарашила — около 230 тысяч лет. Если результаты верны, выходит, кто-то владел технологией выплавки алюминия задолго до появления современного человека. Форма предмета лишь добавляла загадочности. Он напоминал часть опоры или элемента конструкции, как будто фрагмент какого-то аппарата. Официальные специалисты поспешили объявить это совпадением. Но вскоре исследования прекратили. Артефакт отправили в региональный музей города Новоград, где он хранится по сей день, в запасниках, недоступных широкой публике. Любые попытки независимых исследователей получить к нему доступ наталкиваются на отказ. Научное сообщество избегает этой темы, считая ее позорной и недостойной серьезного обсуждения. Не было официального опровержения, не было и признания. Просто молчание.
И именно это молчание делает историю клина еще более тревожной. Так, Новоградский клин стал символом невозможного, доказательством существования технологий, которые опередили свое время на сотни тысяч лет. Или, возможно, следом тех, кто когда-то пришел на Землю до нас. Но главный вопрос здесь не в том, кто его создал, а в том, почему его решили спрятать. Квебек, 1902 год, камень которого будто не должно быть. Северная часть Канады, неподалеку от озера Сен-Люк. Здесь жил шведский фермер по имени Оскар Нильсен, переселившийся в эти края в поисках спокойной жизни и плодородной земли. В один летний день он занимался расчисткой поля от старых пней, когда под корнями одного дерева обнаружил плоскую каменную плиту. Она была покрыта непонятными линиями и символами. Сначала он решил, что это просто природные трещины, но, очистив поверхность, понял — перед ним резьба. Настоящие письмена. Плиту отвезли в ближайший городок, и новость быстро разошлась. Ученые, журналисты и местные священники захотели увидеть находку своими глазами. Когда текст расшифровали, результат оказался сенсационным. Надпись утверждала, что в 1360 году группа из 30 скандинавских исследователей прибыла на эти земли задолго до официального открытия Америки. В тексте упоминались погибшие спутники и просьба оставить надпись в их память. Если верить этой записи, то северяне добрались до внутренних районов Северной Америки за 1,5 века до Колумба. Но признание не последовало. Вместо этого началась буря обвинений. Ученые заявили, что надпись «подделка», руны слишком современные, язык несоответствующий, камень выглядит слишком свежим. Оскар не искал славы, не пытался заработать, наоборот, он избегал внимания. Но обвинения сделали свое дело. Камень объявили фальшивкой, а разговоры о нем вскоре прекратились. И все же странным образом история не умерла. Тема артефакта превратилась в неофициальное табу. Никто не запрещал обсуждать его открыто, но любой археолог, рискнувший заговорить о подлинности камня, рисковал карьерой. Публикации не принимались, гранты не выделялись, а коллеги начинали избегать общения. В университетах преподаватели предупреждали студентов: хотите сделать научную карьеру — не связывайтесь с этим камнем. И этого хватало. Никаких указов, никаких законов, только страх. Страх разрушить привычную версию истории. Ведь если надпись подлинна, значит, европейцы добрались до этих земель задолго до Колумба и оставили след в центре континента. Признание этого факта ломало бы целую систему убеждений, политических символов и культурных традиций. Поэтому камень Нильсена остался без ответа, став символом того, чего наука боится больше всего — сомнения в собственной непогрешимости. Сегодня он хранится в небольшом городском музее в Лаверне, за стеклом, среди экспонатов, на которые редко обращают внимание. И все же любой, кто смотрит на эти руны, чувствует — если хотя бы часть написанного правда, то история человечества начинается не там, где мы привыкли ее открывать. Тайваньский пролив, 1989 год. Город, которого не должно существовать. Южное побережье архипелага Хуалин, недалеко от небольшого рыбацкого острова. Местные ныряльщики часто опускаются под воду, чтобы наблюдать за косяками редких акул-молотов. Один из них, Чэнь Вэйлин, в конце осени того года отправился на привычное погружение и наткнулся на нечто, что невозможно было объяснить. На глубине, около 30 метров, перед ним открылось огромное каменное образование, напоминавшее ступени. Не хаотичные скалы, не кораллы, а ровные, симметричные террасы, словно высеченные руками мастеров.
Сначала он решил, что это оптическая иллюзия или игра света, но чем дальше продвигался, тем сильнее становилось ощущение, что перед ним архитектура. Каменное плато тянулось на сотни метров. Огромные блоки, прямые углы, лестницы, переходы, выступы и площадки. Одна из структур по форме напоминала пирамиду, ступенчатую, с вершиной, поднимающейся почти на 30 метров от морского дна. Все это выглядело как часть древнего комплекса, давно поглощенного морем. Когда снимки и видеозаписи попали в руки ученых, в научных кругах начались жаркие споры. Одни утверждали, что это естественное образование, созданное землетрясениями и эрозией. Другие настаивали. Перед ними остатки древней цивилизации, существовавшей задолго до известных культур. Геолог Кадзуо Минами из университета Хончу посвятил долгие годы изучению этих подводных структур. Он утверждает, что углы слишком точны, линии слишком прямые, а симметрия слишком последовательна, чтобы быть случайностью. По его подсчетам, комплекс мог быть построен в те времена, когда этот участок суши находился над уровнем моря, а значит, не менее 10-12 тысяч лет назад, в эпоху, когда, согласно официальной истории, люди едва начинали обрабатывать камень. Если расчеты верны, выходит, что за 5000 лет до египетских пирамид и за 6000 до Стоунхенджа на этих землях уже существовала культура, способная возводить монументальные сооружения. Казалось бы, открытие должно было стать сенсацией, но случилось обратное. Вместо интереса последовало молчание. Правительство не признало объект историческим памятником, а научные фонды отказали в финансировании экспедиций. Зарубежным исследователям, пытавшимся получить разрешение на погружение, вежливо отказывали. Официальная формулировка звучала сухо. Недостаточно данных, чтобы считать объект рукотворным. Но за этой осторожной фразой чувствовалось иное. Страх разрушить хрупкое здание академической уверенности, страх признать, что история человечества может быть значительно древнее, чем принято думать. Минами не сдавался. Он продолжал нырять, изучать, делать замеры, чертежи, фотографии. Он собрал десятки доказательств в пользу искусственного происхождения комплекса, следы обработки, выемки, ступени, идеально совпадающие с человеческими пропорциями. Но его статьи не принимали к публикации, а коллеги, еще недавно поддерживавшие, постепенно отстранились. Тема стала неудобной. Со временем интерес общественности угас, и место вновь погрузилось в тишину. Сегодня этот подводный комплекс не имеет официального статуса. На картах он обозначен лишь как геологическая аномалия. Никто не запрещает туда нырять, но и никто не стремится туда попасть. Возможно, потому что признать его искусственное происхождение означало бы признать, существовала культура, о которой мы ничего не знаем. Культура, исчезнувшая без следа, не оставившая письмен, потомков или легенд, лишь камень, уходящий в глубину, словно след от мира, стертого водой и временем. Пока течение мягко шлифует его грани, подводный город Хуалин ждет своего часа, того момента, когда человек осмелится посмотреть в прошлое без страха, не ища подтверждения собственным догмам, а пытаясь понять, что же на самом деле происходило с нашим миром до того, как появилась история. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.